Всем привет, друзья! Вы все правильно поняли, судя по надписи на моей футболке. Это Hustle, но мы не в студии, поэтому это не шоу, это Hustle влог. А вот куда мы сегодня отправимся, вы совсем скоро узнаете. Ну-ка, покажи им эти красоты! Хоть раз помню, что кто-то хотел со мной драться. Так или иначе собираюсь становиться чемпионом. Как думаешь, ты встретишься еще с Миравом? Не, здесь выбора нету, здесь надо умирать. Что, Адам, какие ожидания у тебя? Сколько мы гнались за тем, чтобы попасть туда, куда мы сейчас поедем? Прикол, что это новая база, и никто не был там. Понимаешь, никто не был. Хочется посмотреть, что, как сделано. Мы будем первыми, кто испоганит им все. Просто своим Я хочу понять, как там все устроено с питанием. Да, мы На самом деле, всегда, это где бы отдаленная мы ни точка, были. высокогорье, да? Как туда вообще, как туда продукты возят? Хочется проверить это все. Мы приехали в Махачкалу, чтобы встретиться с Умаром Нурмагомедовым, Абубакар Нурмагомедов, Ислам Махач. Надеюсь, мы их сегодня увидим. Дорога опасная, дальняя. Что у тебя какие ожидания? Ты давно вообще не выезжал вот так вот? Да, я на самом деле люблю наши выезды. Такое, знаешь, предвкушение приятное. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а может мы какие-то лепешки попросим? Так, ехать 5 часов. 5 часов. 5 часов ехать. То есть от Махачкалы. Расплюнуть вообще. Это Плюс изи. нам еще сказали, что там в горах был вчера завал. Поэтому, возможно, даже 5 часов это, Честно, это дорога быстро. очень опасная, серпантин. Да, Не тем знаю, более, как. что мы в одной машине, она может, если мы сядем на одну сторону вдвоем, Будем меняться с она тобой. будет ехать вот так под наклоном. Друзья, я не знаю, это, возможно, последнее видео. Да, пожелайте нам удачи, оставайтесь с нами И берегите своих близких и друзей. и берегите С вами чужих. был Тамби Масаев. И Адам Забайраев. О, подожди, покажи. Это самый отменный товар. май гад. Самый чистый товар, провезенный через Что везете? таможню. Что везем? Впечатление. О, да, чувак. Это самый чистый товар. Сейчас, чувак. Кастл шоу. Сейчас. Юра, Раскрывать XXL. сразу надеваюсь. Как вам вещи, Пожалуйста. друзья? Скажите в комментариях, ставьте свои мысли. Кастл шоу. To have Courage, confidence, self-belief, self-defamation. До этого Адам мне говорил, говорит, вот бы на английском, говорит. говорит, записывать подкасты, говорит, с бойцами. Не, ну надо чуть акцент Видно, он потянуть, я умеет. Город Махачкала, плюс 27. Я и Тамби отправляемся в Сельди. Настроение прекрасное. И кофе вкуснейшее. Все, поехали. Какая красота, блин, как красиво он там справа. Они все равно не видят. Или видят. Я думаю, Показываем конечно, им? конечно, показываем. Ладно, конечно, мы не можем вам не показать то, что сейчас нас окружает. Ну, кстати, вот место, куда мы едем, не всех вообще пускают. Да, там, Там, кстати, пока еще, по-моему, ни одного журналиста там даже не было. представляешь, это некий эксклюзив даже получается. Хотя я думаю, многие же сейчас, кстати, из-за рубежа нас, наверное, смотрят. И может, что-то на английском, чтобы они... У нас и так сейчас субтитры будут, дорогие наши зарубежные друзья. Ты вот всегда меня в неловкую ситуацию ставишь с этим английским языком. Подожди, давай. Мне его надо вспоминать. Подожди, давайте. Окей. Дорогие друзья, Dear friends, dear subscribers, да, пожалуйста, watching us. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Subscribe, Юр, write comments. Нет, на русский надо перевести. В общем, спасибо, что смотрите. Спасибо, что Thank you смотрите. for watching us. We're trying to do some content in Russian and trying to translate Это все для вас, друзья. for Это you всё для guys. Sorry for my English. It's not perfect, but I will try to do my best. And now we are going to Khabib's camp. вас. Yeah, Habib New Camp. Yeah. It's not New York. И даже навигатор говорит уже притормози.
Нам осталось, кажется, вот как было в начале 4 часа, так же и 4 часа. Не, ну ладно, 3, но 2 с чем-то, и мы будем на месте. Но это не значит, что мы не будем останавливаться, чтобы созерцать вот такие прекрасные виды. Для вас это какие-то несколько минут, для нас это несколько часов, поэтому, ну, короче, смотрите дальше. Сейчас, все. Прошло сколько уже? 3 часа, да? 3 часа прошло. Я уже не хочу. Юра уже и клубники наелся, напился тут кофе, тут и музыку послушал, да? Просто хотелось еще сказать, если не сложно, подпишитесь на канал. Наверное, это единственная мотивация, чтобы летать, ездить и творить для вас. Так, время 8 вечера. Мы на месте. Мы на месте. Доехали. Через тернистый путь мы смогли добраться до базы. И вот, пожалуйста, здесь очень красиво. Вот даже сейчас просто вы посмотрите на фоне. Сколько буквально крутых, бросив один взгляд уже, ты ощущаешь, сколько здесь вложено труда. Да. Вообще супер. Мне кажется, вот это отель, видимо, вот тут бойцы живут, сверху зал, и вон дальше тоже зал, как мы уже увидели. Первый взгляд такой, знаешь, сразу увидел, оп, понимаешь, что здесь происходит. Вот домики, вот эти все домики, тут, я как понимаю, некие... Беседка какая-то, да, Ну вот, да, пожалуйста. некая там... Супер. Это супер, реально. Это Очень классно. крутая база. Это я же говорю, это пока вообще только первый взгляд. Мы никуда не заходили, мы вот только припарковались. А ну двойку сделал на новой базе. Сразу? Валейкум салам. Мы здесь начали восхищаться сразу. Валейкум салам. Мы вообще... Вот мы ради этого и, в принципе, Да, мы сейчас покушаем и обратно. наверх, да, сразу. Нет, ты вот весь вот этот путь проделываешь, и потом вот здесь оказываешься. Я говорю, это как будто это Диснейленд для бойцов. Да. Сказать, вот это саму базу красиво сделали, она получилась. Ну еще в таком месте, просто сильно отдаленном. Так, Тамби, давай сразу за стол. В общем, как раз вот тот момент, который я хотел, понял? Типа ужин, чувак, ужин сразу. Раньше эти горы, например, даже вот наше село, там жило где-то 100 семей даже. И они все равно как-то выживали. Люди, которые здесь проживают, у них таких больших расходов не будет. Каждый магазин бегать не надо, в кофейню не надо бегать. Все свое. Все свое, все выращиваешь, все свое. И не у всех. Знаком, допустим, с ребятами, которые вот тут только вот здесь живут? Да, конечно, односельчане. Например, вот здесь парень есть, Идрис, он тут, видишь, в коричневом. Он здесь живет, у него 5-6 детей и здесь живет. И школы, все, Да, инфраструктура, школа. все нормально, да? Да. Интересно, есть кто не занимается тут спортом? Вот именно вот в этом месте хотя бы. Их таких нету здесь. Да. Да, реально. Нет спортзала, нет тренировок. Да. Мы в селе, допустим, тренер, да? Тренера как живут? За счет взносов, да, ребят? Ну, там во всем селе будет там 10 детей одного возраста. Да. 10 из 10 детей, сколько он дорогой? Да. Из них 8 племянников. Которые бесплатно тренируются. По подписке. Семью не прокормишь, поэтому очень мало бывает целых спортзалов и тренировок. Слушай, круто, что оно вот так труднодоступно, чисто даже географически. Ну, то есть лишние не зайдут сюда, но это надо прям сильно целенаправленно вот сюда приехать. И то у тебя вон там пост есть. Ну да, и то Он это еще не спрашивает. Да, И так да, вам да. пропустить, не пропустить. Ну вот нас каждый раз, где сотрудники останавливали ДПС, мы такие, мы туда вот на базу Хабибу. Ой-ой-ой, вот это я называю... Мужики, вот это настоящий мужицкий вайб. Че, объединим, да? Все. Вот это самый лучший вообще, честно говоря, Брат, вайб скажи мне одно, для у тебя тренировок. вот, для носа, вот помнишь, кольцо какое-то было? Я его не взял с собой, не переживай. Ты услышишь всё. Ляг туда лучше, что ты сюда? Вот туда ляг, пожалуйста. Мне очень нравится. Вот Посмотри, как он себя... Посмотри, если человек Смотрите, храпит, как он себя ведет. Я еще ничего не сделал. Он уже начинает. Но очень посмотрим, как ты в разных себя... местах был с этим человеком. Очень, не, вот настоящий брат, ничего против не имею. Ну, чуть-чуть иногда храпит, чуть-чуть, и все. Ай. Ну ладно, хорошо. Слушай, Ты во-первых, крепко спишь? мы в горах. Мужики, что, ночью поиграем во что-нибудь? Воздух разреженный, и мы здесь будем спать как убитые. Вот ты просто вот сейчас ляжешь, вот так подушки коснешься,
Подожди, а вот там вот другие комнаты, они открыты вообще просто? Там, Кто? Вот, там еще что-то есть просто. Комнаты? Интересно. Не знаю, брат. Ау. Ну, ладно. Чувак, иди сюда. Вот мы с тобой лучше здесь, смотри, ничего не говори. Уснет сюда, приду просто. Нормально. Блин, Тамби! Че, брат? Ничего там нет, закрыто, блин. Нет, ну нормально. А, я думал, вы все выселяетесь в отдельный номер. Не. Да ладно, что, в тесноте да не в обиде. Ничего страшного, что Да ты мы не в храпишь, в тесноте. принципе. Я, если честно, я Он на принимаю. меня сваливает. Не, Брат, я принимаю это Только все. ты, только Послушай. какой-то звук ты ночью издашь. Только какой-то звук издашь ночью. Брат, честно скажу, мне Вот вообще так без прожектор разницы. сразу включается и на Я тебя тебе, вот камера. мне без разницы. Будешь ты храпеть, нет. конечно. Я это приму достойно. Конечно, мне без разницы. Мне без разницы. Давай Храпи так, давай сколько так. хочешь. Вот они снимают, мне говорит без разницы. 2 раза, когда мы в Дубай мы прилетали или в Абу-Даби на турнир, и тип просто вот так вот. Он говорит, вот так же, он говорит, мне без разницы. Проходит час, он вот так на меня смотрит, вот так. Я говорю, что случилось? И пошел этот в Вы отдельный номер. когда-нибудь в колонке включали И хардбас? заселился в отдельный номер. У вас вот был хардбас когда-нибудь вот в колонке? А у нас номер был огромный, 100 с чем-то квадратов. Вот я, клянусь, я наушники закинул. 2 Потом подушки в другой вот так. раз он меня выгнал. Он говорит, давай я тебе возьму другой номер. Я говорю, не надо, и сам взял номер. Я говорю, ты что? И говорит, и сейчас говорит, мне Можешь в другой? без разницы, мне плевать. Вот я тебе вот сегодня Да. официально говорю, мне все равно. Храпи сколько хочешь, брат. Спасибо. Я буду здесь лежать до талого. It's heavy. I don't know why they keep sleeping on me, man. Let me wake 'em up. Flow sick, man, I've been high. I saw a guy who the В dopest. общем, 9 утра, мы позавтракали. Ты вспомни, когда даже в 9 утра мы вставали. Слушай, я вообще не помню, чтобы я вставал. Вставал, и ты не был разбит, вот в голове у тебя не было шумов. Види, насколько у нас вообще вот неправильная жизнь. Мы не самый лучший пример, Возможно, мы не идеал. да, но мы стремимся. А вот вообще вот как отец Умара, вот вы когда смотрите бои, наблюдаете, ну, каково это вот когда отец смотрит на своего ребенка? Очень. Если я тебе расскажу, ты это все равно не поймешь. Надо тебе выступать твой сын, потом только ты меня поймешь. Они смотреть не пробовали, чтобы вот потом узнать результат боя, Тоже не могу. да? Тоже не могу. А на Умара вот не чувствует, что это давка, вот когда, допустим, родитель смотрит, И разницы нет. да? Я не говорю. Проблемы нет. Я же с Танхагеном, когда он дрался, в Дубае на первом ряде же посмотрел. Вот в будущие бои, как думаете, с кем сейчас лучше будет Умару? Реванш или все-таки, Ну, не знаю, Еще честно говоря. определился. Кого им все дадут? И всё. да, вам без разницы, да? А вот как отец, вы не хотели, чтобы, допустим, Умар там ушел на другую работу, условно говоря? Я это, как это бои, когда понял, что это трудно, вместо этого дня я им говорю, оставьте, давайте на другой черный перейдем. Они не хотят. Это еще вот его молодости, да, наверное? Ну, я им всем говорю, обоим говорю, я говорю, давай оставим что-нибудь другое, ничего не хотят. Сейчас только бои сделали, сколько это сейчас наставить лет. Это профессиональный спорт, это очень трудно. Все думают, вот человек вышел в клетку или на ковер, если он проиграет, он проиграл, говорят. А то, что он за сколько трудился, никто об этом не думает. Да. Не видят вот то, что происходит за кадром. реальность вообще. Просто так же человек на ковер же не выходит. Он тренируется, он думает. А то, что когда он проиграет, как ему трудно, никто об этом не Да. думает. Все думают, говорят, он проиграл, он не готовился. Но он готовится, любой готовится. Каться, пуш. Слушай, вот после боя у тебя такое турне было по Европе. Расскажи, вот, что у тебя отпечаталось в памяти, что тебе вот запомнилось? Поехать в Европу был план еще до боя. Я визу получил, мне дали визу на месяц целый дали.
И мы собирались тоже там с командой, там, с ребятами. Я с братом тоже собирался поехать, и в итоге ему визу задержали. И мне говорят, или ты должен полететь, потому что тебе нужно визу надо откатать визу да, чтобы тебе в следующий раз тоже дали, там уже на больший срок. А мне только на месяц дали. И я вот так разговаривал с братом, он говорит, ты полети, говорит, мне дадут, я сразу к тебе прилечу. И я вот так решился полететь. И я уже разрешился полететь, то и с братом Хабиб же вообще сильный фанат. Он же все матчи все знает. Я говорю, я в Милан прилетел, он мне скидывает матч. Он говорит, в Милане вот они играют, хочешь пойти? Я говорю, конечно, хочу. И как тебе вообще вот... Большой футбол. Ты футбол любишь? Честно сказать, мне европейский футбол очень сильно понравился. Очень Блин, сильно. тебя еще Да. очень круто приняли. Там Да. Ибрагимович, Да. с Ибрагимовичем. Да, с Ибрагимовичем пообщался тоже. Как тебе вообще Ибрагимович? Ну, так много не было времени пообщаться, но даже вот за этот короткий там 30-40 там, минут, знаешь, как показался человеком, который... Ну, я и так его смотрел интервью. Он такой человек, который очень много говорит о ментальности. Это очень важная часть для любого спортсмена, не только в футболе. И такой... Он очень сильный характер у него. Да, такой. характер. И он говорит, знаешь, он как-то сказал, он говорит, я, говорит, смотрел твой бой, выше руки, все впереди, ты еще молодой пацан, там все у тебя впереди, давай тренируйся. Ну, бывают же вот такие слова такие. Поддержку такую. Честно сказать, знаешь как, я когда там, ну, то, что Ибрагимович меня знает, я удивился, например, понял. Потом на Реал и... Рюдигер там, я помню, Это же расфорсилось, это видео, когда ты сидел, он подошел, там сказал... Короче, с Рюдигером, знаешь, какая история? Мы с ним давно друг на друга подписаны. Он же мусульманин тоже, и он Хабиба хорошо знает, друг на друга подписаны. Я, короче, на матч, я прилетел в Мадрид и иду на матч. Я ему пишу, салам алейкум, я приду на матч, буду за тебя болеть, удачи. Он говорит, алейкум салам, тебе сделать билет? Он сразу спрашивает, у тебя есть билет? Я говорю, у меня есть билет, все хорошо. Он говорит, скинь ко мне билет, после матча, говорит, я тебя спущу. И он заранее знал, я ему билет отправил, и когда матч закончился, я смотрю, он вот так выискивает кого-то. Я понял, что он меня ищет. Я вот так встал, руки показал, он говорит, все, идем. Аккуратно спустился. Блин, ты попал же вот в раздевалку Реал Мадрида, получается. Анчелотти, Мбаппе. Да. Вот как это вот ощущения у тебя, как были? Ну, для меня, знаешь, какие это ощущения? Не те, что были бы для такого сильного фаната для нас Реала. это вообще другие. Да, я нас это Я бы вот так просто стоял. Да. И вообще не двигался. Да. Я, короче, спустился, и он мне говорит, сейчас интервью туда-сюда, подожди чуть, как освободиться, зайдешь, поздороваешься с ребятами туда-сюда. Блин, какой кайф. И, короче, минут 15-20 подождали там и заходим, короче, туда раздевалку. И он со всеми здоровает. Это Модрич, это Мбаппе, и Килиан там, или там Винисиус. Где он со всеми поздоровался, познакомился. Там не все были, некоторые тоже ушли. Винисиус, когда ты тронул, не упал случайно? Не. Он сидел, поздоровался, познакомился. Модрича смотрю, он как играет, скажи. 39, с такими людьми играет. Я когда выйду, я думаю, Модрич, ты вообще как в футболе вообще находишься? Такой маленький, худой, жилистый. Понял? Вот моего роста, понял? Я думаю, вот ты гигант. Мне когда говорят, ты в бою кажешься большим. Я сам в своей бою тоже смотрю, чуть больше кажусь. Я с этим столкнулся в футболе. Мы когда смотрим футбол, они вообще огромные кажутся, это футболисты. Туда приходишь, они такого же телосложения, как и я. Слушай, вот я видел, ты футболок очень много там сфоткал, тебе подарили футболки. Да, вроде мне разные. футболку. Там, вот, брат, пока камера снимает, там никакой одной случайно не осталось. Просто Там, вот короче, стабильно. знаешь, Мы поделили там, бы знаешь, пополам, брат. Разрезали бы, да? Там, короче, знаешь, как получилось? Рудигер зашел, и он сам принес. И там написано «Фоймар». На всех ничего страшного. Я хочу в рамку закинуть, если когда я спортзал сделаю из себя, у меня есть план спортзал. Две футболки, да, ты хочешь закинуть? Я хочу повесить рамки, поставить. Поэтому извините, ребята. Ничего страшного, Марк. Если я в следующий раз попаду, если я попаду, я постараюсь сделать. Уже фотоны, фотоадам, уже заказные будут. Блин, помнишь, я тебе сразу отправил, смотри, Да, я кайфанул вообще. Я далекий от футбола. Ну, Играть да, люблю я. Но даже бойцов я мало знаю, только топов. А смотришь бои UFC вообще? Бывает, Топовые интересный бойцы. турнир? Топовые бои смотрю. С начала турнира. Нет, Мы просто сначала. любим. Я вообще кайфую, допустим, номерной турнир. Я могу вот сесть за компьютер там свой, взять что-то кофе, там это, и прям с начала турнира 6-7 часов смотреть. Я, наверное, в жизни вот так никогда не смотрел. Да, реально. Да. Я вот так... Просто когда ты сам варишься в этом, понял? Ну да, Для да. тебя
Ну да, это Понял? часть работы. Уже Да, надоедает. Да. За Это как, всем например, следить. вы смотрели бы все подкасты подряд. Ну да. Понял? Я вот дверью ошибся, брат. Просто стой и принимай, да? Все нормально. Сделай, чтобы Все нормально будет. сразу, чтобы я уснул. Сейчас сделаем. Я даже убежать не смогу. Нормально. Уже что-то какие-то минусы есть. Мягкий знак. Нормально, да. Нормально. Мягкий знак уже выпал. Нормально. Кто здесь? Есть кто-то здесь? Так, очень негромко. Не, я не понял, здесь кто-то будет против меня, не? Кто-то против меня? Ничего, брат. Тебе не так давно Петр Ян, так скажем, бросил вызов, если это можно сказать, и ты ответил приятно удивлен. Вот почему именно так ответил? Потому что все время, ты хоть раз помнишь, что кто-то хотел со мной драться? Все время все избегали, теперь говорят, Вот ты хотим много раз подраться. вызывал, я помню его. Да. Теперь кто-то хочет со мной подраться, для меня это же удивление. Ну как ты И это воспринимаешь, Умар? Вот когда ты, вот опять же... это ты- спорт. Да. Это спорт. Я как личное в спорте я не воспринимаю. Человек хочет выяснить, кто из нас лучший спортсмен, и в этом нет никаких проблем. Там личного ничего нету, ни он не оскорбил, ни я не оскорбил. И так. Ну Я- как ты думаешь, он вот на дубайске, ты сможешь, допустим, принять? Я не или- собираюсь драться, я не могу. Это в июле, Я не могу, 27 да, июля. да, Это да, тяжело. да. Я не могу этой рукой вкладываться и Вот засаживать. мы видели, ты тренировался, Да, вот она тебя... да, С да. бандажом. Да, я туда этот гелевую эту накладку ставлю, чтобы и то я ее как-то вот так бью, открыто бью я ее вот так пальцами бью, если даже джеб бью. Поэтому сейчас бой принимать, выходить на свою эту кемп травмированным, когда ты не можешь все делать, нету смысла. Я, кстати, вот последний бой я так и принял. Это сейчас не оправдание, это просто факт. Я проиграл. Такого нету, что я сейчас говорю, как-то что-то могло быть по-другому. Всевышний для меня это захотел, я это принял. Алхамдулилля. Если бы Всевышний захотел бы для меня победы, у меня рука не сломалась бы. Судьбы не отдали бы туда. Например, первый раунд, как судья мог туда отдать? Один из судей ему отдал. Например, и третий раунд, ну, знаешь, такой для меня. Я пересматривал свой бой. 4-й, 5-й раунд я могу сказать, что я концовку отдал. Это на самом деле я их отдал, я проиграл там. Нельзя, ну, это очевидно. Но 3-й раунд, не знаю, я ставил на судей. Раз они так решили, значит так оно и есть. Повлияло то, что я поломал руку. Но опять-таки я руку поломал тоже. Всевышний для меня это захотел. Ислам Для меня это Махачев испытание. говорил, кстати, что ты за месяц еще вроде как. У меня, смотри, вот этот палец Да. сломался в бою. И У сколько у меня тебя он шрамов даже... здесь вот на пальце? И она уже в блютур ушла у меня. У меня 12 июля на спаррингах, я сломал этот палец, вот большой палец. И у меня здесь кость была отколота. Я дней 12 только, не 12 даже, где-то 2 недели, где-то 3 недели я только бегал, не тренировался. И мне позвонили и сказали, прими бой, короче. Я вот эту накладку, я к врачу пошел, я накладку сделал на эту руку гипсовую, ее замотал, я уже с ней тренировался, чтобы дать... Зафиксировать, чтобы она не вылетала. Чтобы какой-то удар, чтобы еще что-то не помешало. И у меня эта рука была травмирована до боя, а эту я во время боя сломал. Но это опять-таки я не оправдываюсь. Я сам принял бой, я захотел этот бой принять. Если бы я выиграл бы, я говорил бы, какой я хороший. Теперь говорить, какой я плохой, почему это все, знаешь, не стоит того. Альхамдулилля, в любом положении. Я вышел, подрался как мужчина, каких-то качеств я в этом бою не потерял. От того, что так получилось, я каким-то другим Умаром не стал. Поэтому, альхамдулилля. Как думаешь, ты встретишься еще с Мирабом? Хочешь ли ты? Хотелось бы, конечно, мне хотелось бы взять реванш, хотелось бы показать, доказать всем, что повлияла поломатая рука, что это все по-другому могло бы закончиться. Знаешь, и если, например, не встречусь, если он как-то завершит карьеру, я, иншаллах, так или иначе собираюсь становиться чемпионом, и в моей карьере так и не случится этот реванш, для меня это не будет какой-то трагедией. Я за это все не держусь. Такого доминирования в этом бою для него тоже не было. Были какие-то проходы, которых он не смог удержать. И сказать, что вот Билал Мухаммад побил Эдвардса, вот это он доминировал. Он его валил, бил, он его искромсал. Это можно сказать. Как этот бой... Понял?
Такого доминирования в моем бою, например, не было. И с поломатой рукой я до конца, я даже помню в бою, я чувствую, что я ее сломал. Я думаю, сейчас в угол иду между раундами. Я думаю, сейчас сказать, не сказать. Я думаю, я это скажу, я знаю, что мне Хабиб скажет. Хабиб мне скажет, нет, здесь выбора нету, здесь надо умирать. Я думаю, нет. Сейчас ему это говорит, что мне это сказал, я и так это знаю. Я это не буду говорить. Поломалась, значит будем драться дальше. И я даже поломанную ее бил. Я даже поломанную ее старался бить. Но это знаешь, как это когда инстинкт самосохранения у тебя в голове есть. Ты хочешь этого или нет, в моменте тебя она не дает. И у тебя вот это в голове, у тебя замыкание. Да. Ты не полностью там. У тебя еще рука поломана, и ты думаешь, что как-то перестроиться, другую волну поймать как-то не успел я. Может быть, например, вот сейчас я бы, например, даже не скажу, ты этой рукой не можешь бить. Я бы, например, старался бы локтем бить, там, другую работу делать. Но там не успел я перестроиться. И как-то вот так прошла, да. Но когда бой закончился, я не думал, что я проиграл. Я думал, первые 3 я железно забрал. Да, мы тоже на этом турнире были. Как-то очень странно. Эмоции, да. Вообще эмоции. странно было, что вот ты проиграл, реально. Вот это ощущение, реально странно это все было. И вообще вот ребята с Кавказа, когда они проигрывают, они очень в себя уходят. Они думают много. Нет, чуть-чуть было у меня, чуть-чуть было. У тебя был такой момент, когда ты не знал, что там вот с отцом нет, встретишься? Сразу, нет, я что людей подвел или еще что-то у меня не было. У меня, знаешь, как в целом было. Я человек такой, чуть больше перфекционист, понял? И мне хочется, чтобы все было идеально, понял? Мне хочется, чтобы вещи были сложены, здесь было там по цветам все было. Что-то такой типаж. И у меня все время до 17 там боев все шло идеально, и теперь тут не так, как тебе хотелось. Ты не захотел упускать шанс, который тебе дали. Да. И вот тут как-то не так пошло, и ты теперь вот И он теперь у тебя в голове сидит, типа, надо было вот так, да, вот так. Да, это надо было. Но опять-таки у нас религия есть, альхамдулилля, в которой говорится, что бы это от шайтана, от сатаны, и тебе не нужно туда погружаться, было и было, ты идешь дальше. Ты собираешься, страхиваешь себе пылинку, возвращаешься в строй и пошли дальше. Если, например, если я останусь там, вот в этих если бы, то я сломаюсь, как личность. То я как личность сломаюсь, я никуда не буду расти, я останусь там и все время буду в своих сожалениях жить. Ну и вот на самом деле как будто и вот эта поездка сразу после боя туда, в Европу, она как будто тоже развеется, чуть разгрузить мысли после вот этого всего давления, всей вот этой суеты, как будто она тоже наполнена. Она так и получилась, но я когда туда летел, я не думал, что, например, что я на Милан-то на игру вообще не собирался. Что с Ибрагимовичем увижу, тоже не думал, понял. Что вот так в раздевалку зайду, с ними познакомлюсь, тоже вот. У меня всего этого в голове не было, я просто хотел Европу посмотреть, погулять, развеяться. И бывает, вот, ожидания произошли, бывает, вот, как бывает. Произошли ожидания, и намного лучше получилось, чем я ожидал. Оп, пам-пам, и с ноги, не, и ногу ты ловишь. Да. Бам, бам-бам, пам. Вот оно, все. Ага, бам-бам. Все. Все отлично. Ага, вот. Пам-пам. Да. Пам. Пам-пам. Пам. Все, круто. Мы прошли полный лагерь. Видел в Инстаграме, что в Махачкалу, в Дагестан, прилетал Хантер Кэмпбелл. Это вот правая рука Дана Уайта, наверное, второй человек UFC, можно сказать, который принимает решение. Вообще для всех это какое-то удивление было. Как? Потому что нигде он никуда не летал. Да, мы сами были. Не, вот как он попал и почему он вообще прилетел? Как это получилось? Он из Исламу прилетел. Ну, такой, знаешь, как он очень сильно погружен в работу. И это тот человек, который сделал бой Хабиб Конор. Он такой человек, который большой фанат. Как я понял, он очень большой фанат именно боев. Большие бои хочет делать. Он прилетел, и он, я не знаю, честно, я не знаю, это можно говорить или нет, но они хотели, чтобы Ислам поднялся. Они хотели из Дакури чемпиона в 70 килограмм сделать. Это не потому, что Ислам хочет наверх подняться, а потому, что они хотят его чемпионом там видеть. Потому что они думают, что он будет продавать бои. То есть сам Хантер, представляешь, прилетает к тебе и просит, поднимись. Ну вот план был такой, если выиграет Билал, Ислам должен был зашить пояс. 70. Против Билала. Против 70 килограмм. Но
сейчас, когда Беляла уже там нету, Ислам 77 поднимется, ну, будет двойным чемпионом, иншаллах. Слушай, то есть не отказываясь Ислам от не того. хочет, Ислам не хочет отказываться, он хочет подраться с 77. Я так понимаю, ну Ислам же может тогда, получается, забрать пояс 77, Да. вернуться в свой вес Да, с да, и он поясом хочет, и стать двойным. В Да, принципе, он же, да. Нет, как задумка, цель очень, ну, прям шикарная. В принципе, ну, знаешь, это такой- про все это и говорят. Вот, ну, типа, аудитория мама уже давно про это говорит, что так все и планировалось. Просто для ислама, например, чтобы оставить большой след, он-то уже в 70 килограмм оставил большой след, но в целом, как в спорте, как атлет оставить 77 килограмм пояс, ну, это тоже очень хороший шаг. Слушай, вот Потому что в двух поясах, все равно эти чемпионы двух поясов, кто взял 2 пояса, их ну, человек 5-6. А чемпионов столько было в UFC, которые одни заработали, это там Ну да. Но сосчитать. в теории Ислам может потом подняться 84? Нет, он не весит столько даже. Да. Ислам в кемпе весит максимум 8. Вот сейчас Исламу нужно будет качаться, чтобы он поднялся, чтобы в 77 подняться, подраться. Ну, кстати, он уже выкладывал фотки с качалки. он Да, уже да, начал. да, чтобы, ну, ему да, мышечную массу надо, чтобы 77 подраться. Чтобы 84. Когда у тебя 86 килограмм, Да. 2 килограмма гонять, на 84 драться, это нереалистично. Yeah, this ain't a test. Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take a shot, so I need your best. And stop the threats, so nobody's with me. Машина. 4. Сам за 3-4. Я за это люблю, когда мы куда-то вот так ездим. Я вдохновляюсь вот так вот, моментально. Но сложно, когда ты возвращаешься к своему привычному режиму, сложно соблюдать. Так, на счет 3. Умар, ну вот сейчас тебя уже можно назвать звездой мирового уровня. И я думаю, ты очень хорошо зарабатываешь, ты в достатке. Есть что-то такое, что ты себе давно что-то хотел и приобрел? Или вот что-то завершил, гельштальт какой-то закрыл? Знаешь, у меня, альхамдулилля, конечно, вот у меня уровень жизни поменялся так, что я даже никогда не мог представить, что она так будет. Я не думал, что у меня там, например, несколько пар кроссовок будет, а их уже не несколько, понял? Они у меня под каждый прикид, например, сейчас есть. Под мастерку обувь у меня сейчас есть. Что машина у меня хорошая будет, тоже не мог. Например, квартиру я хороший ремонт сделал, заселился. Все это не мог я себе представить, и я это все даже не загадывал. Но так, что какой-то гельштальт закрыл и подумал, вот галочку поставил, не знаю, у меня... Я такие цели в детстве не прописывал. У меня была, я в детстве стать чемпионом, я вот на тетради прописывал, стать чемпионом UFC, стать чемпионом Еще UFC. не закрыл. Вот тут, вот она у меня, надо пояс закрыть, хочу, чтобы да. у меня дома был, единственное, понял? Но она не то, что можно купить, там пахать надо. Ну да, это надо заработать. Ну вот, допустим, вот как ислам, мне кажется, с мотоциклами вообще вот экстремальные какие-то. Я так смотрю, я кайфую, и я вдохновляюсь, я такой, я тоже хочу вот это вот горный мотоцикл. Я просто недавно в КЧР, там в Архизе, я катался на этих, на квадроциклах, и вот это вот примерно такие ощущения. Я бы вот что-то такое, Ну, пока, в я таком думаю, мотоцикл направлении. не хочет тебя, наверное, там. Ну, мотоцикл, это надо там, подготовка Да. вообще, мне кажется, серьезная нужна. Ну, с мотоциклом у меня, знаешь, как у меня жесткие страхи, что я упаду как-то. Я сам такой неуклюжий человек, мне кажется, как будто. Я на нее стану, как-то упаду, и травма будет. Я на нее хочу стать, может быть, я буду, когда вот завершу карьеру. И то для меня, вот, знаешь, вот они ездят, они потом приезжают, они говорят, как устали, руки не могут держать. Они их тащат, падают, понял, вот, целый далалай. Но им это нравится. Мне больше с лошади покатаюсь. Я могу на лошади покататься, там, бывает, за ней поухаживать. Мне больше вот... У тебя есть такой лошадь? прикол. Да. Арабская? Нет, она не арабская. Кабардинская. Усману ее подарили из Казахстана. Я даже породу как-то точно не разобрался. Усману подарили, он говорит, если хочешь, забери, говорит мне. Я себе забрал. Иду с детьми, катаюсь, детей покатать, сам покататься, там прогулку сделать. Я с недавно лошадью первый раз попробовать. сел на лошадь. И как? И мне кажется, для лошади это тоже вот такой Она- первый раз был. Она верблюдом стала. Такая ой-ой-ой. Не, это... Она его увидела, наверное, пускай не его. Давайте другой. Пускай не его. Не, классное ощущение. Ну, я до этого тоже, я не подходил так, я вот только в детстве там с дедушкой. Дедушка меня подводил на ипподроме, и все, я вот так все, я вспомнил, меня укусила лошадь. И я потом, это было прям... И ты решил на сильно неё в сесть? детстве.
И да, спустя время, спустя там 20 с чем-то лет, я решил ей отомстить. Не, и прикольно, что это вообще другое. Она живая, и тебе надо... Она тебя должна понимать, и ты ее должен понимать тоже. Типа так, мне надо сейчас направо. Что мне надо? Обычно вот так делается, а тут надо чуть... Там же очень сильно равновесие, наверное, надо как-то держать. Нет, это в целом это легко. Если лошадь не хочет тебя скинуть, то ты легко держишь. Если без характера такого плохого. Да. Недавно меня скинул. Я хотел на ней разогнаться, топлю в моменте, вот так тормознула голову, опрокинула свою в сторону. Она сама? Да, я полетел. Я думаю, ух ты, а ну сюда идем, я тебя не оставлю. Взял ветку, заново сел, думаю, побил ее, думаю, сломалась эта ветка тоже. Думаю, я тебя не оставлю, я тебя сейчас накажу. Она как бы, лучше, когда ты загонишь, все, она покладистая. Когда она ей надо устает, характер показать. Да. Короче, хочу выехать из этой ограды. Она вот так выходит, и меня об нее, рядом с этим. Специально? Со столбом. Блин, вот чуть она не, тоже. Да, с характером, чуть не врезался в нее. Думаю, И ты тоже, да? Но я тебя сейчас точно спрыгнул, не оставлю. я успел. Я думаю, эй, ты, если животное, я же не животное, мне разум отдал. Давай лучше не буду. Я думал, вот сейчас скажешь, взял потом глок. Сел на лошадь, сейчас давай, что делаешь? Я думаю, лучше я не буду рисковать своим здоровьем. И то я чуть ногу повредил, там, недели 2 отходил. Ну да, только тут сейчас главное, могу заново конечно, нормально бить. чтобы серьезных не было травм. Мне до этого ислам подарил английского коня, Босфор. Таким характером он был. Благородный, да, наверное, какой-то он? Я к другой лошади подошел, покормить ее, яблоко к ней ей дал. Потом к ней подхожу, ей тоже даю это яблоко с сахаром. Она мне так откусила вот здесь. До кровища. Понял? Мне повезло, что у меня мастерка футболка. Почему, типа, не предлагай мне? Я, типа, не, сама? типа, ты туда. Она ревнивая животное, нереальная. Понял, что я к другой лошади подошел, ее еще накормил. Это же рукой. Да, и что она, у них характер, он английский был, чистокровный английский. И я с ним замучился на самом деле. Чтобы на него седло мне поставить, мне нужно было седло без седла, погонять его, чтобы он устал. Но все равно мне не нравилось. Баджо, то, что у него такой характер, мне нравилось. Я не успевал, и она, короче, знаешь, что сделала? Она, короче, когда мы на лошадь туда приехали, она один раз уже не галопом, а ногой ударила, короче, друга моего в спину, он когда отвернулся. Я думаю, от нее избавиться надо, вдруг она меня ударит или моего ребенка ударит. А когда сюда приду, я ее другому другу, там нашему общему тоже, я сперва я Исламу сказал, Ислам, ты мне эту лошадь подарил, я так хочу ее передарить нашему другу тоже, ты не против? Он говорит, дари, мне нормально. Просто подарок не хотел вот так просто так отдавать, в другим ему неприятно. Ну да, это... Понял. С ним обсудил, тоже наш близкий. Умар, по окончанию 25-го года, кто станет чемпионом в твоем весе? В моем весе, я не знаю, если такого удара тяжелого не будет, и Омелин не нокаутирует. Тут я такие удары этому Мерабу попадал, он не рухнул уже. Тяжело будет, мне кажется, его вырубить. Мне кажется, он еще... если он не уйдет до реванша, мне кажется, он будет чемпионом. Потому что у него такая, знаешь, функционалка есть и тупая сила есть. У него есть эта грубая сила. И он вот так борет. Ему даже держать не надо. Он даже не показывает каких-то навыков в грэпплинге, понял? Вот так что как-то удержать, какие-то болевые... физически. Он просто давит. Он даже держать не умеет. Он кого-то контролировать не умеет. Просто вот так давит и все. Я не знаю, как Кори с ним подерется. Как я знаю, Кори будет следующий драться за пояс. Сандхейген? Да, Сандхейген будет следующий драться, потому что у него победная серия одна есть, он очень долго в гонке в этой... Да, в гонке он тот и Джей делал, что проиграл, потом мне проиграл, заново бои выиграл. И они хотят ему шанс дать, потому что он сам тут же очень хороший пацан. А вот реванш Кори, Петр? Кори, не. Кори, я знаю, что Кори дерется за пояс следующий. 100% Кори будет следующий за пояс драться. И уже вот мне с Петром, если он сейчас бой выиграет, уже надо будет выяснять, кто из нас будет драться за контендер, кто будет. Нам могут сказать, Петру могут сказать. Ему там со мной бой предложили, он сказал, я не хочу ждать, я не хочу до октября ждать. А мне сейчас выходить с Петром драться с поломанной рукой, заново ее добивать, ни смысла нету. И поэтому посмотрим, как он подерется, первое будет зависеть. Как я подерусь уже. Если, например, я тоже в первом раунде, как Чимаев, подерусь, такой хороший бой покажу, зашел, повалил, побил, завязал, болевой сделал, они мне тоже могут дать. И все всегда зависит, например, кто травмирован, кто не травмирован. Например, если какой-то претендент травмировался, им нужен бой, они же вот так мне позвали, нам нужен бой за пояс, за 2 месяца. С августа бой прошу за пояс. Они говорят, нет, он не хочет. Месяц остается, там, буквально 6 недель остается до боя, они говорят, что, дерешься? Дерусь, что делать?
Умар, очень много тебя поддерживают, нам даже писали, передайте слова благодарности. Вот что бы ты сказал вот тем фанатам, той аудитории, которая за тобой следит, переживает и ждет? Наверное, я сказал бы, что пожелал бы в первую очередь всего самого хорошего и сказал бы, что не все всегда получается так, как мы ожидаем. И это не та причина, из-за которой нужно отступать, отпускать руки и уходить в себя. Поэтому, если столько примеров есть, когда люди очень много делали, добивались, но все равно падали, потом у них раз, они миллиардеры, у них какая-то огромная компания там, и так далее, и так далее. Много примеров есть. И даже если, например, ты не придешь к этому, просто, наверное, нужно наслаждаться процессом, путем своим, понимать, что лучше здесь. Например, я понимаю, что вот здесь, не в зале, с ребятами, мне здесь лучше, чем я был бы, например, где-нибудь наркотом, швырялся и с какой-то не той компанией связался бы, понимаешь. И даже если, например, не будет каких-то огромных результатов, даже если чего-то я не добьюсь, я свою жизнь нормально прожил, как мужчина прожил.